Привет! Сейчас будет расклад, прогноз на следующую неделю октября с 12 по 19 октября. Я предложу вам выбрать один из трех раскладов. Вот 3 разных горшочка. Пожалуйста, выбирайте интуитивно. На каждой из них я разложу несколько карт, и затем я буду расшифровывать расклад конкретно для каждого вот вашего выбора. Это будет горшочек номер 1, горшочек номер 2, горшочек номер 3. Вот, выбирайте интуитивно, что вам лучше подойдет. Это будет ваш прогноз на октябрь с 12 по 19. Угу. Так. И я вам дам рекомендации, посмотрим, какие могут быть опасные ситуации на этой неделе, и посмотрим, какие могут быть возможности, чем стоит воспользоваться. И карты дадут рекомендации. Так, сейчас карты под раскладом номер 1. Да? Под какими энергиями пройдет эта неделя для вас? Какие могут быть неприятные ситуации, к чему готовиться, какие могут быть для вас возможности, ваши шансы, и рекомендации от карт, что делать. Угу. Также сюда я добавлю рекомендацию. Так, не будем смотреть. Также сюда я добавлю рекомендацию из карт Оракул и рекомендацию из карт, рекомендация от ангелов. Окей, второй расклад. Под какими энергиями пройдет для вас эта неделя? Какие могут быть неприятные ситуации, к чему готовиться? Какие могут быть, наоборот, возможности? Что делать? Рекомендация. И рекомендация от карт Оракула. И рекомендация от ангелов. И третий расклад. Под какими энергиями пройдет эта неделя для вас? Какие могут быть неприятные истории? Какие шансы есть для вас? Что делать? Помощь оракулов и помощь ангелов. Ну что, вот сейчас прям посмотрите на это поле, посмотрите на эти карты, посмотрите на эти горшочки. Вот прямо сейчас определитесь, какой именно расклад относится к вам, конкретно к вам, какой именно расклад даст вам прогноз на неделю. Опять же, это будет первый расклад, это будет второй расклад и это будет третий расклад. Все, я надеюсь, вы определились, и я начинаю расшифровывать первый расклад. Угу. Это пока уберем. Так, я их сейчас аккуратно соберу. И начинаем расшифровывать первый расклад. Угу. Под какими энергиями пройдет эта неделя для вас? Какие могут быть препятствия или какие-то неприятные ситуации, с чем они могут быть связаны? Угу. Какие могут быть для вас возможности, какие шансы не стоит упускать? Угу. И что делать? Слушайте, прекрасный, просто великолепный расклад. Посмотрим, как он дальше будет раскрываться, но вот сейчас просто потрясающе. Если вы выбрали один, то это очень интересно. Карты просто яркие, позитивные, великолепные. Есть кое-какие сложности, но об этом мы поговорим. И помощь от карт. Космическое сердце, космический крест. И такая вот подсказка.
Окей. Ну что, поработаем. Итак, ну что ж, неделя пройдет под знаком сотрудничества, влюбленности, каких-то новых встреч, возможно, союзов, какого-то соединения или, возможно, выбора. Может быть, вы выбираете между двумя возможными партнерами или двумя возможными проектами, или выбираете какое-то сотрудничество, либо выбираете дело, которым занимается. Либо, ну вот что-то идет какой-то выбор, идет выбор на основе эмоций, чувств, вы выбираете эмоциями и, возможно, сотрудничество, то есть образование какого-то нового союза. Это может быть союз как в личных отношениях, так и в бизнесе, в общем-то, везде. Давайте посмотрим сюда чуть поглубже, попросим уточнить эту карту. Да, действительно, вот и паж тоже выпал, та же самая масть из другой колоды, масть кубков. Действительно, ваша неделя пройдет вот прям под эмоциями, под чувствами, под впечатлениями, под какими-то новостями. Возможно, вы получите какие-то новости. Если вы ждете, может быть, ожидаете беременность, то это даже может быть ожидание какой-то беременности, либо какая-то новая влюбленность. Вот какие-то прям какие-то позитивные на самом деле новости. Угу. Да, может быть, даже ваша встреча или ваше сотрудничество, оно перерастет во что-то стабильное, либо если это встреча, может быть, вы встречаетесь с кем-то или вы встретили кого-то, то это может перерасти в будущем в семью, да, в какой-то семейный союз, во что-то стабильное, во что-то процветающее. А если это новый партнер, то ваше сотрудничество может также перерасти в очень-очень стабильный и крепкий, хороший такой союз. Поэтому вот эта неделя принесет вам либо какое-то такое очень позитивное для вас знакомство, либо новую влюбленность, либо новое увлечение, которое перерастет во что-то процветающее, яркое, красивое, стабильное, радостное. Вот, то есть вот под такими энергиями пройдет для вас эта энергия, эта неделя. Вот. Либо, возможно, если вы сейчас выбираете между двумя возможными партнерами, то, возможно, на этой неделе вам удастся определиться, кто из них вам лучше подходит. Хорошо, с чем могут быть сложности, с чем могут быть какие-то проблемы или сложности, да, на этой неделе. Но прежде всего мы видим, что денежка выпала, да, то есть выпала масть монет. Это значит, что какие-то могут быть сложности с ожиданием, может быть, с ожиданием каких-то новостей или с ожиданием каких-то поступлений. Может, какая-то финансовая часть или какие-то ваши финансовые планы могут затормаживаться, задерживаться, потому что это такая карта не быстрая, она не дает активных действий, а она такая больше про ожидание и про замедление. Поэтому в том, что касается, возможно, финансов или каких-то таких сфер, где вы, может быть, что-то касается недвижимости, финансов, то есть вот какой-то бытовой такой части вашей жизни, здесь может быть какое-то замедление, ожидание. Если вы ждете каких-то новостей, то они могут идти медленно. Угу. Сейчас посмотрим, есть ли какие-то уточнения здесь. Да, также, в принципе, это может быть связано, если вы замужем, то что-то, вот какие-то такие напряженные истории могут быть связаны с вашим мужем, либо с вашим мужчиной, либо с вашим начальником. Вот как сейчас мне тоже идет, это может быть также ваш начальник. Возможно, стоит побороться. Возможно, стоит побороться.
побороться либо за какое-то преимущество, либо за какую-то победу, либо за деньги, опять же, за те же, либо за какое-то вознаграждение. Возможно, необходимо будет доказывать начальнику, что вы достойны какого-то повышения или вознаграждения. То есть вот здесь вот какие-то такие идут сложности. То есть, с одной стороны, замедление того, что касается решений каких-то финансовых вопросов, с другой стороны, за них все-таки придется, ну, так скажем, побороться или доказать, или вот что-то сделать. Угу. Да, то есть вам необходимо будет в этом направлении все-таки двигаться. Ну, посмотрим, может быть, что-то еще придет. Либо эти деньги могут быть связаны, вот этот денежный вопрос, да, он может быть связан либо с кем-то старшим в вашей семье, может быть, с отцом, может быть, с мужем, либо, как я уже сказала, с начальством. Вот. Что делать? Планомерно добиваться своего, двигаться, доказывать то, что вы, ну, так скажем, этого достойны, или то, что вам это положено, или еще что-то. То есть вот какие-то действия предпринимать, все-таки не сидеть на месте. Хорошо? Угу. В чем есть плюсы и возможности? Все равно плюсы, опять же, есть в деньгах. Но здесь я вижу не новые поступления. То есть если вот здесь я видела замедление каких-то поступлений, каких-то новостей, то здесь то, что у вас уже как будто бы уже нажито, уже наработано. То есть, может быть, какие-то ваши проекты, которые вы делали до этого, или которые вы делаете уже какое-то продолжительное время, они срабатывают, и вы получаете за это вознаграждение. Либо какие-то ваши инвестиции, которые вы уже сделали, они приносят свои вознаграждения. То есть здесь в этом смысле у вас есть возможность повысить свое финансовое благосостояние. И может быть даже какое-то, знаете, не только финансовое состояние, но и какую-то заземленность, да, свою какую-то стабильность повысить. Угу. Есть возможность задокументировать что-то. Если вы планируете какой-то бизнес, либо планируете покупку, может быть, недвижимости, либо, ну, не обязательно недвижимости, но в любом случае что-то необходимо как будто бы задокументировать, да, если это брак, то заключить брак. Но здесь я больше вижу про деньги, то есть это все-таки какая-то сфера бизнеса, благосостояния, финансов, возможно, заключение каких-то контрактов. То есть, возможно, вам необходимо будет воспользоваться советами чьими-то. Угу. И что-то трансформировать, что-то преобразовывать. То есть, вот знаете, у меня такое идет ощущение, что... Сейчас я подумаю, что бы это могло быть. Скорее всего, это какие-то либо планы, которые у вас были до этого, они могут начать воплощаться, но в каком-то как будто бы другом виде, потому что здесь смерть, она преобразовывает, она по-другому все показывает. Либо что-то может быть старое, как будто бы вот старое, то, что вы считали, то, что вы уже отбросили на задний план, считали, что это уже закончено, оно как будто бы возрождается, но по-новому, да, то есть вот какое-то все равно преобразование здесь идет и какое-то воплощение ваших желаний, мечт, оно здесь тоже имеет место быть, то есть вот как будто бы какие-то желания выполняются. Вот, то есть такой вот может быть приход именно в виде каких-то желаний, новых контрактов, воплощений, трансформаций, какого-то заключения какого-то бизнеса. Вот эти возможности я вижу у вас здесь на вашей неделе. Так, ну и что делать? Что делать? Пожалуйста, совершать свой выбор. Если это отношения, то идти в эту сферу, прям вот активно развивать, выбирать очень активно. Если это сфера бизнеса, то тоже выбирать.
заключать, да, договоры, то есть идти вот прям в развитие ваших отношений, идти в развитие ваших проектов и выбирать. То есть вот эта вот карта, она про выбор и про такой судьбоносный выбор. Эта неделя, она у вас пройдет, ну, вот она начиналась, видите, у нас с выбора, с темы выбора, и рекомендация к вам идет делать выбор. И это такой, может быть, очень-очень важный и очень судьбоносный для вас выбор. Поэтому выбирайте внимательно, будьте внимательны. Опять же, действовать, не сидеть на месте. Видите, у вас вся неделя идет под знаком действий. Не сидим на месте, не думаем, знаете так, не переживаем, не выдумываем ничего, не страдаем. Вот прям действуем, боремся, переговариваем, может быть, какие-то переговоры, какие-то новые проекты. То есть все время вот вся вот эта неделя ваша проходит под эгидой действий. Это очень здорово. И у вас есть возможность взобраться на, так скажем, пьедестал, победить во всем этом. То есть во всех ваших направлениях, да, в которых вы будете действовать на этой неделе, у вас есть возможность побед, да, вы можете прям достичь самого-самого верха. Да. Если это касается, опять же, также личных отношений, то тоже императрица идет, то есть действуйте, достигайте своего. Императрица, она покровительница всего такого женского. Это и отношения, здесь у нас отношения, здесь у нас отношения, здесь у нас деньги. Императрица, она все это как бы подытоживает. Это такой символ власти, символ изобилия, символ плодородия. Если вы хотите забеременеть, то тоже у вас здесь прекрасные есть возможности. Если выйти замуж, то тоже есть прекрасные возможности наладить отношения. То есть все, вот прям вам все карты в руки, просто потрясающие карты. Вот такая вам карта еще как помощник, космическое сердце, космический крест. Я вижу эту карту как такое раскрытие сердца, раскрытие своей чувствительности, раскрытие света. Просто спустите свет, да, в свое сердце, раскрывайтесь и вот будьте таким распространителем, что ли, этого света. То есть вот такая вам подсказка от карт. И принимайте тоже этот высший свет от Творца. Вот, ну и mercy. Mercy — это, если я не ошибаюсь, есть такая подсказка от карт. Это сострадание, соответственно, карты, ангелы подсказывают вам развивать некое сострадание, милость. Вот я сострадательный, здесь говорится аффирмация. То есть вот вам предлагается какие-то ваши трудности, убирать какие-то ваши трудности, да, вот сложности, какие-то ваши боли, развивая в себе при этом сострадание. Вот. Вот такой был первый расклад. Пожалуйста, отзовитесь в комментариях, насколько он вам понравился, насколько он вам отзывается. Чувствуете ли вы, что это про вас? И я приступлю ко второму раскладу. Ну что ж, вот второй расклад сейчас под номером 2. Под какими энергиями пройдет эта неделя для вас? Какие могут быть, с чем могут быть связаны неприятности? С чем могут быть связаны для вас возможности? И что делать? Рекомендация от карт. Тоже, в принципе, очень даже неплохо. Поддержка от оракула. И подсказка. Ну так вот, под какими энергиями пройдет для вас эта неделя? Скорее всего, под энергиями, под темами семьи, стабильности, какого-то такого роста семейного, какого-то построение, может быть, семьи, или построение дома, или, опять же, построение бизнеса. Но здесь уже вот что-то такое не в моменте строения, а что-то уже построенное. То есть вы будете заниматься именно чем-то, что уже есть, уже существует,
вот как бы укрепляться, да, в этой какой-то стабильности. То есть там будет ваше наибольшее, так скажем, внимание. Может быть, опять же, подписание каких-то договоров, заключение каких-то контрактов здесь тоже может быть. Так. Угу. Да, то есть именно построение, если у вас есть семья или вы с кем-то встречаетесь, то вот эта энергия, эта неделя, она даст вам энергию на то, чтобы прям вот более уже стабильно взращивать, да, ваши отношения или еще сделать более стабильной вашу семью. Может быть, кому-то благотворительствовать, кому-то покровительствовать, знаете, как бы расширять. Может быть, вот эта карта, она немножко замкнута, да, на своих каких-то людях, на своей семье, на своем близком окружении. А вот карта Солнца, она немножечко нас может больше расширять в какое-то еще окружение, где вам, возможно, необходимо будет позаботиться о ком-то еще. Но также эта карта может подсказывать о детях, да, то есть говорить о том, что, возможно, ваше внимание будет еще больше обращено на детей. Вот. И также я здесь вижу, да, какую-то благотворительность, какую-то семейственность. Ага, возможно, вам необходимо будет защищать свою семью или защищать свой дом от кого-то. То есть защищать свой дом или свои приоритеты, или свои интересы, или свои ценности от каких-то нападок. То есть видите, здесь вот они тоже такие стоят. Вроде бы все так довольно-таки открыто, но они также стоят на страже. Они могут защищать, и выходит карта, которая как раз призывает некоторым образом закрываться и защищать. То есть не так, что прям вот все нараспашку, пожалуйста, приходите, кто хотите, берите, что хотите. Нет, здесь вот вам необходимо будет что-то защищать. Угу. Да, и опять какие-то активные действия идут. То есть неделя у вас должна быть, по идее, активная. И масти выпадают все. Wands это у нас что? Как они называются по-русски-то, я забыла. В общем, вспомню, скажу. В общем, масть огненная. То есть вот неделя, она такая достаточно активная, огненная, направленная на установление себя или своей семьи, или своих ценностей. Может быть, на какое-то расширение, на детей или благотворительность, может быть, какому-то ближнему кругу, и на защиту, и на активные действия. Угу. С чем могут быть какие-то связаны неприятства на неделе? Вы поняли. Неприятности, да, с чем могут быть связаны какие-то на неделе. С тем, что вы можете слишком легкомысленно к чему-то относиться. Либо в вашем окружении или в вашем проекте могут быть люди легкомысленные, либо могут быть люди, которые захотят вас обмануть. Это возможно. Угу. Да, то есть будьте внимательны, опять же, может быть кто-то более влиятельный, более сильный, он будет, знаете, такой как бы придуриваться, что ли, то есть вот показывать себя таким простеньким, таким простачком, таким легким, таким шутливым, таким прикольным, но за этим может крыться какая-то хитрость и какой-то хитрый такой план. То есть будьте внимательны, есть такая возможность. Да, и получается, колесо фортуны, оно может повернуться абсолютно в разную сторону для вас. Поэтому будьте внимательны, просто вот проверяйте. Так, как себя, может быть, защитить? Просто обращайте внимание на то, как себя возможно защитить. Да, опять дом стоит, защищайте свой дом, защищайте свою семью, свои принципы. Если необходимо, обращайтесь к каким-то инстанциям, которые могут вам помочь, посоветовать и защитить вас. Вот таким образом. И я все равно тоже вот вижу именно поддержку семьи в этом вопросе.
В чем могут быть, какие могут быть шансы? Шансы ваши касаются, опять же, каких-то чувств, каких-то эмоций, опять же, какие-то могут быть новости, но здесь они более активные, да, прям вот могут быть быстрые такие, более активные новости, связанные с какими-то чувствами, эмоциями, с любовью, с влюбленностью, может быть, с новыми отношениями, то есть вот что-то вот такое. Да, связанные с семьей. Может быть, какое-то прибавление в семье вполне запросто может быть. Что-то может быть связанное с женщинами, женской энергетикой, с какими-то женскими практиками, вот с какой-то такой вот историей и с какой-то мудростью. Так что вот, то есть вот новые какие-то энергии, новая какая-то влюбленность, либо новые люди, либо какое-то пополнение, либо новое обучение, либо новые практики, вот что-то вот такое прям идет, и все эти возможности, пожалуйста, берите. И что делать? Ждать. Вот эта вот карта, она здесь очень было по поводу семьи, да, активно действуете, здесь рекомендовали карты. Что касается денег, здесь требуется подождать, здесь никто не торопится, то есть ждите новостей, ждите какого-то, может быть, прихода денег, но, знаете, так медленно, да, то есть вот как-то вот не прям уж очень быстро. Больше вот прям здесь все-таки, больше акцент здесь идет на какие-то эмоции, на чувства, на страсть, на активные действия, вот меньше денег, то есть деньги задерживаются, так скажем. И расширяйте себя в своем бизнесе, в своей жизни, расширяйте себя до просторов мира, обратите внимание, может быть, на дикую природу, если есть возможность, съездите куда-то отдохнуть, куда-то на дикую природу, изучайте иностранные языки, если есть возможность путешествовать, то это тоже будет очень хорошо. Как-то так. Ну и подсказка вам, вот такая вот карта гармонии. То есть оракул рекомендует вам сгармонизироваться, принять энергии гармонии в свое пространство. Занимайтесь собой, занимайтесь своим телом, делайте практики, гармонизируйте свое состояние, свою энергетику. Усиливайте себя. Опять же, здесь тоже, да, такие ворота, то есть это тоже про некую защиту и гармонизацию своей семьи и таких защитных механизмов также своей семьи и себя, то есть вот прям свое защитное поле собираете. И вот такая вот подсказка от ангелов, surrender. Можно так перевести, что я сдаюсь потоку жизни. То есть вот я сдаюсь потоку жизни. Поэтому спокойно идите в своем потоке. Вот. Ну и опять же напишите, да, в комментариях, насколько вам понравился, если вы выбрали второй расклад, насколько вам понравился этот расклад, насколько вы чувствуете, что он относится к вам. Буду рада вашим комментариям. Итак, начинаю третий расклад под номером 3. Под какими энергиями пройдет эта неделя? Какие могут быть неприятности? Как интересно. И что делать? Вот этот расклад очень интересный. Рекомендации от оракула, рекомендации от ангелов. Сразу скажу, что ангелы призывают вам стремиться к тому, чтобы узнать, кто вы истинно есть, узнавать свою истинность, подтверждать свою истинность, не идти за желаниями других людей, стараться отбросить от себя все лишнее, навязанное, потому что действительно вот в этих картах очень много
Тоже вот есть такая энергетика, когда вам действительно нужно отвязаться от чего-то навязанного, когда очень много у вас сомнений, то ли туда идти, то ли сюда, очень много прям такого выбора, когда вы мечетесь между выбором, то ли это сделать, то ли то, то ли тому угодить, то ли этому угодить. Действительно очень много сомнений у вас сейчас происходит, и вот на этой неделе будет необходимо делать какой-то выбор, то есть вас прям будут к этому подталкивать, вас будут подталкивать к какой-то борьбе, к каким-то конфликтам, к тому, чтобы вы сделали свой выбор и выбирать себя. То есть вот главное послание всего этого — это избавляться от иллюзий и выбирать себя, выбирать свое истинное. Вот вам и инициация, такая идет божественная инициация. Прям можете сразу себе ее взять, можете сделать скриншот. Я так пошла с конца сейчас, ну потому что вот так пошел сейчас этот расклад. Расклад достаточно наполнен выбором. В этом раскладе есть конфликты, есть манипуляции. Поэтому вот следующая неделя, она такая. Вот неделя пройдет под знаком какой-то борьбы. Это может быть как умственная борьба, мыслительная борьба, какой-то конфликт, может быть внутренний конфликт, либо это может быть внешний конфликт. Это может быть конфликт на работе, либо в семье. То есть это в любом случае некий конфликт. И может быть кто-то здесь такой вот сверху, такой повелевающий, а кто-то склонился, да, кто-то встал на колени, кто-то поражен. То есть вот какая-то такая борьба, может быть даже нечестная. Может быть она честная, может быть нечестная, но в любом случае здесь есть какие-то потери, есть какое-то напряжение. В связи с чем? В связи с тем, что необходимо выбирать. Смотрите, сразу идут две карты выбора. И здесь идет карта выбора, и здесь идет карта выбора. Направо пойдешь, налево пойдешь. Здесь тоже эту монеточку выбрать или вот эту монеточку выбрать. То есть вот везде нужно совершать какой-то выбор. И такое ощущение, что здесь идет очень мощный внутренний конфликт, особенно в связи с этой картой дьявола. Да? Вот здесь вот он очень показывает конфликт, он очень показывает манипулятивность. Вот вы можете от кого-то зависеть, как будто бы, и вам необходимо выбирать. Вот. Давайте посмотрим, что еще. Да, и здесь выпадает, смотрите, пятерка мечей, и тут пятерка мечей. Другая колода и абсолютно та же карта. То есть действительно неделя вам выпала непростая. Угу. И семерка опять мечей. То есть вот за что-то необходимо бороться, знаете, где-то, может быть, хитрость проявлять, где-то отстаивать, возможно, свое мнение. Опять же, возможно, защищать себя необходимо будет. У меня прям очень сильное здесь идет. Либо это связано с бизнесом, либо с вашей работой. Может быть, с каким-то коллективом, в котором вы работаете, или с начальством, либо это может быть также связано с семьей. То есть вот действительно кто-то очень-очень сильно на вас воздействует, и вам необходимо себя отстаивать. Да, и то, что касается того, что могут быть какие-то неприятные, что же я все время забываю это слово, ну что-то неприятное, да, на этой неделе, все касается денег. Необходимо будет выбирать, и такое ощущение, что могут быть потери, либо денежные потери, либо потери шансов на заработок. То есть вот как будто бы есть возможности, как будто вам будут даны шансы что-то приобрести, или что-то заработать, или что-то получить, а вы неправильный выбор совершаете, и вы теряете эти шансы. Либо прямые денежные потери.
Вы можете поддаваться иллюзиям, и вы можете не видеть ваши возможности, вы как будто сквозь возможности можете смотреть, вот прям вот вы совершенно их не видите, и вы можете поддаваться иллюзиям, опять же, чему-то давлению, опять же, чьим-то манипуляциям, и действительно нести потери. Вот, к сожалению, вот так. Что, поэтому будьте, да, вот прям вот это вам предупреждение, будьте в этом смысле внимательны. Но в чем преимущество? В том, что перед вами все-таки есть выбор. То есть вы не в безвыходной ситуации, вы все равно можете выбирать. У вас он на самом деле есть. Если вы думаете, что у вас нет выхода, что у вас нет выбора, это неправда. Он есть. Вам необходимо выбирать. И это хорошая новость. Необходимо действовать, необходимо выбирать. Вот здесь даже колесница выпала, и то она выпала с черным, и опять с черным и белым конем. Опять выбор, то есть вот прямо у вас есть вот эта возможность выбора, и вам необходимо выбирать. Может быть, переезжать, может быть, съезжать из того места, где вы сейчас находитесь. То есть вот я вижу вот эту возможность переезжать, удаляться от того человека, который может вами манипулировать или может на вас давить, например, или от той ситуации, которая на вас давит. Оставить что-то уже отжившее, что-то уже прошлое, оставить позади, принять другое решение, сделать новый выбор. То есть если то, как у вас сейчас складывается, это результат ваших предыдущих выборов, то необходимо поменять свой выбор, принять новое решение, уйти из этого состояния, в котором вы сейчас находитесь, или из этого места, в котором вы находитесь, или от этого человека, с которым вы находитесь, который повергает вас вот в это состояние. И прям вот оставить, все забыть как страшный сон, развернуться и пойти вперед. Разорвите вот эти, вот что делать, да, разорвите вот эти связи, цепи, освобождайтесь от манипулирования, освобождайтесь от воздействия. Да, выходите на свободу, смотрите, дурак он какой свободный, идите на свободу, начинайте что-то новое, перезагружайтесь, обнуляйтесь. Прям перезагрузка, обнуление, совершенно по новому пути необходимо идти. Или совершенно с другими людьми. Выбирайте другое. Берите возможности. Они перед вами есть. Вам только нужно их взять. Вот как-то так. Могут помочь. Такое ощущение, что может помочь кто-то опытный, может быть, какая-то женщина может в этом процессе вам помочь, подсказать, дать какие-то советы. Либо кто-то опытный, какой-то советник. Знаете, вот такое ощущение, как будто кто-то может вам помочь из этого выбраться, или кто-то может вам помочь какой-то рекомендацией, каким-то советом или каким-то ну, просто даже каким-то словом, или, может быть, документально, да, юридически. То есть вот обращайтесь за такой помощью. Ну и рекомендация также приберечь деньги. То есть не растрачиваться сейчас. Вот в том, что касается денег, избегать трат, приберечь, ну, так скажем, сэкономить, да, то есть вот прям подсобрать ресурсы. Это касается не только денег, это в принципе касается ресурсов. Вот подсобрать пока ресурсы. Вот. То есть вот такой вот расклад. Ну и, собственно, как я уже говорила, да, прям вот прочувствуйте, кто вы есть на самом деле, поймите свои истинные желания, освобождайтесь от влияния других людей. Если вам необходима помощь, поддержка, то приходите за сессией Method Healing. Ну и буду благодарна, если вы также, те, кто выбрали третий расклад, дадите какой-то отклик по этому раскладу мне в комментариях, насколько вам это откликается и насколько для вас это полезно. Все, пока-пока.